Всем привет! В этом видео приготовим меню на праздничный стол из 10 блюд, рассчитанный на примерно 8-10 человек. Будем готовить 3 салата. Салат с баклажанами, салат с помидорами и рукколой и салат-закуску из огурцов. Запечем скумбрию с овощами. Приготовим аппетитный кабачковый рулет. Закуску в корзиночках с печенью трески. Закуску на слоеном тесте и закусочные рулетики с начинкой. На горячее приготовим куриную грудку с начинкой, а на десерт будет торт. Первым приготовим невероятно вкусный торт-трюфель со сгущенкой. Ароматные шоколадные коржи и сливочный шоколадный крем никого не оставят равнодушными. Сначала приготовим бисквит для торта. В миску разбиваем 7 яиц. Насыпаем щепотку соли. К яйцам насыпаем 180 грамм сахара. Взбиваем миксером до плотной пены и увеличения в объеме примерно в 3-4 раза. Чтобы яйца быстрее взбивались, они должны быть комнатной температуры. Во взбитые яйца наливаем 50 мл растительного масла. Все перемешиваем. В сито насыпаем 150 грамм муки, 60 грамм какао и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваем в миску примерно третью часть сухой смеси. Перемешиваем тесто недолго. Просеиваем остальную часть муки и какао еще в 2 подхода. Перемешиваем до однородности, но недолго. Если нужно, то вымешиваем лопаткой, снимая со стенок миски муку. Приготовленное тесто выливаем в форму. Дно формы должно быть застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр формы 21 см. Форму с тестом ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 40-45 минут. Бисквит готов, оставляем его остывать. Готовим крем для торта. В мисочку ломаем 200 грамм черного шоколада. Шоколад желательно брать с содержанием какао 56% и выше. Шоколад с меньшим содержанием какао может не растопиться. Шоколад топим в микроволновке по 10-15 секунд. После каждого раза перемешиваем. Так нагреваем 3-4 раза. Когда большая часть шоколада растопилась, перестаем нагревать и просто перемешиваем лопаткой. В процессе шоколад полностью растопится. Перегревать шоколад не нужно, иначе он может свернуться. Растопленный шоколад оставляем остывать до комнатной температуры. В миску кладем 300 грамм мягкого сливочного масла. Взбиваем его примерно 1-2 минуты. Сюда же в масло наливаем примерно пол-банки невареной сгущенки. Опять взбиваем. Наливаем оставшуюся сгущенку. И снова взбиваем. В этот крем добавляем уже подготовленный шоколад. Опять взбиваем. Шоколад добавляем в 2-3 подхода. Каждый раз взбиваем миксером. Шоколад к этому времени должен уже остыть примерно до комнатной температуры. Крем готов. Остывший бисквит достаем из формы. Разрезаем бисквит на 3 примерно одинаковых коржа. Верхушку срезаем и откладываем, она понадобится позже для украшения торта. Складываем торт. Кладем первый корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом ставим ацетатную пленку. Сжимаем кольцо до размера коржа. На корж выкладываем часть крема. Равномерно распределяем его по коржу. По желанию бисквит в торте можно пропитать сахарным сиропом. Снова кладем корж. Опять выкладываем крем. Примерно 1/4 часть крема оставляем для украшения торта.
Накрываем третьим коржом. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться минимум на 4 часа. Я оставила торт в холодильнике на целую ночь. Оставшийся крем тоже накрываем пленкой и ставим в холодильник. Торт застыл. Снимаем кулинарное кольцо и ацетатную пленку. Торт переставляем на блюдо. Верхушку бисквита ломаем небольшими кусочками и кладем в измельчитель. Измельчаем в крошку. Торт немного смазываем сверху и по бокам оставленным кремом. Крем нужно предварительно примерно за 1 час достать из холодильника, чтобы он немного согрелся и стал мягким. По бокам торт посыпаем приготовленной бисквитной крошкой. Удобнее всего это делать с силиконовой лопаткой. Лишнюю крошку убираем. Весь оставшийся крем перекладываем в кулинарный мешок с круглой насадкой. Украшаем торт кремом. Пики из крема посыпаем какао. Сверху середину торта украшаем крошкой. Торт готов. Торт-трюфель получился очень вкусным и ароматным. В нем прекрасно сочетаются воздушный бисквит и нежный шелковистый крем. Чтобы торт полностью раскрыл свой вкус, его нужно достать из холодильника за час до подачи и оставить при комнатной температуре. Второй приготовим скумбрию с овощами. Блюдо очень красивое и вкусное, оно прекрасно подходит для летне-осеннего меню. Это идеальное сочетание разных овощей и ароматной скумбрии. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем примерно 300 грамм цветной капусты и разрезаем ее на небольшие соцветия. Точно так же разрезаем на небольшие соцветия капусту брокколи. Ее тоже понадобится примерно 300 грамм. В кастрюлю наливаем воду и ставим на плиту. Когда вода закипит, солим ее. Кладем подготовленную цветную капусту. Варим 2 минуты. Спустя 2 минуты вынимаем ее из воды. Сюда же в эту воду кладем нарезанную капусту брокколи. Точно так же варим 2 минуты и вынимаем. Одну луковицу режем кубиками. Одну большую морковь режем вдоль, а затем нарезаем полукружочками. Кабачок тоже разрезаем вдоль. Затем каждую половинку еще раз разрезаем вдоль пополам и нарезаем четвертинками. Всего понадобится примерно 400 грамм кабачка. В разогретую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук.
Пассируем до золотистости лука. Добавляем нарезанную морковь. Перемешиваем и пассируем еще примерно 1 минуту. Сюда же кладем нарезанный кабачок. Перемешиваем и готовим 2-3 минуты на среднем огне. Приготовленные овощи сразу же перекладываем в большую форму для запекания. Все равномерно распределяем по форме. Овощи немного солим. Сверху выкладываем подготовленную цветную капусту. Затем точно так же выкладываем капусту брокколи. Берем 2 уже очищенные от внутренности и вымытые скумбрии. Нарезаем их порционными кусками. Кусочки рыбы солим со всех сторон. Стараемся это делать более равномерно, чтобы просолился каждый кусочек. Подготовленную рыбу выкладываем к овощам в форму для запекания. Сверху все перчим черным молотым перцем. Блюдо ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 30-35 минут. Блюдо готово. Скумбрия с овощами получилась очень ароматной и красивой. К рыбе прекрасно подходят овощи. Такое блюдо можно приготовить как на обед, так и на ужин, тем более готовится оно совсем несложно. Вместо скумбрии в этом блюде можно использовать и другую рыбу, например, хек. Третий приготовим быструю закуску из огурцов. Готовится максимально просто и легко, прекрасно подходит к любому блюду. У огурцов срезаем хвостики и разрезаем пополам. Огурцы нарезаем небольшими кусочками вот таким методом. Всего для закуски понадобится 800 грамм огурцов. Овощи перекладываем в миску. Морковь трем на слайсере длинными полосками. Также ее можно натереть на обычной терке. Всего понадобится 1-2 морковки в зависимости от размера. Морковь добавляем в миску с огурцами. Пучок зелени измельчаем ножом. Я взяла укроп и петрушку. Также можно использовать кинзу. Зелень перекладываем в миску. Сюда же добавляем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Насыпаем 1,5 чайных ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Пол чайной ложки красного острого перца. Наливаем 50 мл яблочного 6% уксуса. Его можно заменить столовым 9%. И наливаем 60 мл растительного масла. Я использую оливковое. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и даем настояться примерно 1 час. Огурцы настоялись, теперь можно подавать их на стол. Закуска из огурцов получилась очень вкусной и свежей, как раз для летних жарких дней. Сочные огурцы прекрасно сочетаются с морковью и ароматной зеленью, а чеснок отлично дополняет их вкус.
Четвертый, приготовим максимально простую закуску. Приготовление быстрое и несложное. Такая закуска съедается очень быстро, так что готовьте сразу двойную порцию. В миску разбиваем 4 яйца. Немного солим. Добавляем 1 столовую ложку сметаны с горкой. Насыпаем 15 грамм крахмала. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Из приготовленной яичной массы жарим блины. Каждый блин жарим с 2 сторон. Всего у меня получилось 5 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметра. Готовим начинку. На крупной терке трем плавленые сырки. Всего понадобится примерно 200 грамм плавленного сыра. Я использовала 3 пачки по 70 грамм. У перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем серединку с семенами. Перец нарезаем сначала тонкими полосками, а затем режем их мелкими кубиками. Нарезанный перец насыпаем в миску с тертым сыром. Пучок укропа мелко нарезаем ножом. Его тоже добавляем в миску к сыру. Сюда же выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все хорошо перемешиваем. Кладем 1 яичный блин и на него выкладываем начинку. Распределяем ее по всему блину. Блин с начинкой разрезаем на 8 одинаковых частей. Каждый треугольник сворачиваем в рулетик. Таким методом готовим всю закуску. Приготовленную закуску красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Закуска из яичных рулетов получилась очень вкусной и красивой. Ее удобно есть, и она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовится такая закуска быстро, несложно и из самых обычных продуктов. Следующим приготовим аппетитный кабачковый рулет. Это отличное блюдо для летнего меню. Он легкий, вкусный и красивый. Кабачки трем на крупной терке. Понадобится 800-900 грамм кабачков. Это 2 кабачка среднего размера. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы кабачки пустили сок. В отдельную миску разбиваем 4 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сметаны. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Руками отжимаем жидкость с кабачков и кладем их в миску ко взбитым яйцам. Сюда же добавляем 5 столовых ложек с небольшой горкой муки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно ее распределяем.
Размер моего противня 35 на 45 сантиметров. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Корж готов. Перекладываем его на решетку и оставляем остывать на 10 минут. Плавленый сыр трем на мелкой терке. Всего понадобится 240 грамм сыра. Я взяла 4 плавленых сырка по 70 грамм. К сыру добавляем 1-2 зубчика чеснока через пресс. Добавляем 3-4 столовых ложки сметаны или майонеза. Все перемешиваем. Два помидора среднего размера разрезаем пополам. Половинки помидоров нарезаем пластинками. Один сладкий перец разрезаем пополам и вырезаем семена. Перец нарезаем полукольцами. Мелко режем пучок зелени. Я взяла укроп и петрушку. Кабачковый корж остыл. Выкладываем на него приготовленную сырную массу. Равномерно ее распределяем. Все посыпаем измельченной зеленью. Сверху полосками выкладываем помидоры. Я выложила 3 полоски из помидоров. Между полосок из помидоров выкладываем нарезанный перец. Все сворачиваем в рулет. Нужно стараться свернуть рулет как можно плотнее. Рулет удобно сворачивать с помощью пергаментной бумаги, тогда он не рвется. Рулет заматываем в пергаментную бумагу и ставим в холодильник настояться на 1-2 часа. Готовый рулет нарезаем порционными кусками. Кабачковый рулет с овощами и сыром получился очень вкусным и легким. В нем прекрасно сочетаются все ингредиенты. Готовится рулет несложно и прекрасно подходит к любому столу. Шестым приготовим салат с помидорами и рукколой. Очень вкусный и красивый. Готовится максимально просто и быстро. Такой салат прекрасно подходит на любой праздничный стол. Рукколу моем и нарезаем на более короткие кусочки. Всего понадобится примерно 60 грамм рукколы. Перекладываем ее на блюдо и равномерно распределяем по дну. Вместо рукколы можно использовать салатный микс. Помидоры черри разрезаем пополам. Для салата понадобится примерно 250 грамм помидоров. Мини-моцареллу тоже разрезаем на 2 части. Всего понадобится 125 грамм сыра. Также можно взять и обычную моцареллу и нарезать ее кубиками. На рукколу выкладываем черные оливки без косточек. Небольшую часть оливок оставляем для украшения сверху. Для салата понадобится 1 банка оливок. Выкладываем подготовленные помидоры черри. Их тоже равномерно распределяем по салату. Следующий выкладываем мини-моцареллу. Сверху кладем оставшиеся оливки. Готовим заправку для салата. В отдельную мисочку наливаем 4 столовых ложки оливкового масла. Насыпаем 1/3 чайной ложки соли. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сухих итальянских трав.
Все перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с помидорами и рукколой получился свежим и вкусным. Легкость салату придает зелень и овощи, а сытность – сыр. Салат готовится максимально просто и быстро. Следующим приготовим очень легкий салат с баклажанами и помидорами. Салат вкусный и в красивой подаче. Его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала подготовим ингредиенты для салата. 1 баклажан нарезаем кружочками толщиной примерно 5 мм. Нарезанные кружочки баклажанов перекладываем в миску. Солим их и перемешиваем. Немного поливаем растительным маслом. Опять перемешиваем. При жарке масло на сковороду уже добавлять не нужно. Подготовленные кружочки баклажанов выкладываем на сковороду-гриль. Также баклажаны можно жарить и на обычной сковороде. Обжариваем до красивого золотистого цвета. Баклажаны обжарились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые кружочки баклажанов снимаем со сковороды на тарелку и оставляем остывать. Помидоры тоже нарезаем кружочками. Всего понадобится 5-6 помидоров среднего размера. На большое плоское блюдо выкладываем по кругу кружочки помидоров, чередуя с баклажанами. В центре делаем еще один маленький круг из помидоров и баклажанов. Готовим соус для салата. Пучок петрушки мелко шинкуем ножом. Берем 150 мл сметаны с жирностью 20% и добавляем к ней нарезанную петрушку. Сюда же через пресс выдавливаем 1 зубчик чеснока. Соус солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Приготовленный соус выкладываем на салат сверху. Выкладываем только на середину салата, оставляя овощи с краю открытыми. Сверху салат украшаем веточкой петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с баклажанами и помидорами получился очень вкусным и красивым. Несмотря на небольшое количество ингредиентов, такой салат гармоничный по вкусу и прекрасно подходит для любого стола. Восьмой приготовим закуску в корзиночках с печенью трески. Она нежная и очень вкусная. Сначала подготовим ингредиенты. Огурец нарезаем небольшими кубиками. Понадобится 1 свежий огурец. 1 вареное яйцо тоже нарезаем кубиками. Печень трески нарезаем кубиками. Всего для закуски понадобится 120 грамм печени трески. В миску кладем нарезанный огурец, яйцо и подготовленную печень трески. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Перемешиваем. По желанию можно добавить майонез.
Приготовленной начинкой заполняем тарталетки. Я использую песочные тарталетки, но также можно взять и вафельные. Этого количества начинки мне хватило на 12 корзиночек. Тарталетки красиво выставляем на блюдо и подаем на стол. Закуска с печенью трески получилась очень вкусной, в ней прекрасно сочетаются все ингредиенты. Огурец придает закуске свежесть, а печень с яйцом – сытность. Закуска готовится быстро и просто. На горячее приготовим невероятно вкусное мясное блюдо – сочное куриное филе под овощами. Это прекрасное сочетание мяса, овощей и грибов. Куриное филе моем и разрезаем вдоль на две части. Также отдельно отрезаем малое филе. Всего понадобится 2 куриные грудки общим весом около 700 грамм. В миску наливаем примерно 4-5 столовых ложек растительного масла. Насыпаем 1 чайную ложку соли без горки. 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. И 2 чайных ложки приправы для курицы. У меня приправа без соли. Все перемешиваем. В этот маринад кладем подготовленные кусочки мяса. Перемешиваем, чтобы все покрылось маринадом. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Пока маринуется курица, подготовим овощную начинку. 250 грамм шампиньонов режем пополам и нарезаем пластинками. Одну луковицу нарезаем кубиками. Помидор нарезаем сначала кружочками, а затем режем кубиками. Понадобится 2 помидора небольшого размера. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем грибы. Готовим грибы на большом огне до испарения жидкости. Периодически перемешиваем. Когда жидкости в сковороде уже не будет, наливаем еще немного растительного масла и насыпаем нарезанный лук. Все обжариваем до золотистости лука. Сюда же кладем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. В сковороду добавляем 100 мл сметаны. И насыпаем пол столовой ложки муки, чтобы сметана не расслоилась. Все перемешиваем. В самом конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. На хорошо разогретую сковороду выкладываем уже замаринованное куриное филе. Обжариваем на большом огне до полуготовности сначала с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону. Обжариваем филе для того, чтобы запечатать все соки, и оно получилось сочным. После обжарки мясо в середине должно остаться сырым. Подготовленное филе выкладываем в форму для запекания. Сверху на каждый кусочек мяса кладем грибную начинку с овощами. «100 грамм сыра трем на крупной терке.
Каждое филе посыпаем тертым сыром сверху. Все ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Тарелку для подачи украшаем листьями салата. Сверху выкладываем приготовленное филе под овощной шубой. Подаем на стол горячим. Измельчаем небольшой пучок петрушки. Филе посыпаем нарезанной петрушкой. Куриное филе под овощами получилось мягким, сочным и очень вкусным. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Это блюдо подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. И последнее, приготовим очень вкусную закуску на слоеном тесте. Такая закуска – это прекрасная альтернатива бутербродам. Готовится несложно и нравится всем. Берем лист готового теста и немного раскатываем его в разные стороны. Я использую слоеное бездрожжевое тесто. Тесто нарезаем на квадраты размером около 8 см. Так раскатываем и нарезаем все тесто. У меня пачка теста весом 900 грамм. Она разделена на 4 одинаковых листа теста. Подготовленные квадратики теста выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. В мисочку разбиваем одно яйцо. Взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем каждый кусочек теста сверху. На кусочек теста кладем немного томатного соуса или кетчупа. Размазываем его по всей поверхности. Соленый огурец нарезаем кубиками. Понадобится примерно 1-2 огурца. Ветчину нарезаем сначала кружочками, а затем кружочки режем кубиками. Всего понадобится 250 грамм ветчины. Также можно использовать любую колбасу или уже приготовленное мясо. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Всего понадобится 2-3 помидора среднего размера. Сыр трем на крупной терке. Для блюда понадобится 150 грамм сыра. На подготовленное тесто кладем нарезанные огурцы. Следующее раскладываем ветчину. На ветчину выкладываем кусочки помидоров. Сверху немного наносим майонез, это по желанию. Все посыпаем тертым сыром. Закуску ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20-30 минут. Следите за готовностью. Закуска готова. Выкладываем ее на блюдо и подаем на стол в теплом виде. Закуска на слоеном тесте получилась аппетитной и очень вкусной. Готовится просто и недолго. Такая закуска понравится всем, и взрослым, и детям. Она прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол.